Всем доброе утро. Записываю сегодня, как изменились стакан ордеров на биткоине и других криптовалютах, которые я записывал вчера вечером. Можете тоже проанализировать и посмотреть на своих графиках. Понятно, что многие ордера, они могут, когда доходит цена до этого, допустим, ордера, могут крупный капитал убирать их. И в этом случае понятно, что вам тяжелее будет обнаружить, убрал он или не убрал, но хотя бы вы будете понимать сейчас в комплексе, да, где у нас есть аппетиты большого капитала, куда они нацелены, да, на какие уровни продаж. Вот Binance, допустим, нужно смотреть за объемами покупок и продаж. Видите, везде практически одинаковые объемы, только здесь вот, как вы видите, стакан на несколько сотен тысяч, десятков тысяч биткоинов больше. Здесь BitMEX наоборот на покупку больше. Но также нужно учитывать, что вот, допустим, до 44 тысяч, вот видите, минус 10%. То есть цена на биткоин опустится, если опустится на 10%, то она дойдет до этого значения. Или же на 21%, что очень, в принципе, очень много, на уровень 60 тысяч. Также Bitstamp вот, 39%, вот тут как бы такие мы отсортировали, просто вот у нас есть минимальный баланс. Вот, допустим, на Bitstamp, если мы поставим в районе 10, то понятно, мы увидим больше, абсолютно больше стакан. Вот, и мы уже увидим, что здесь есть и 21 до биткоин, и 37 биткоинов на покупку. Вот, то есть мы скрыли специально эту мелочь, потому что обычно большой капитал ставит вот огромные такие ордера. Можете умножить 602 биткоина на сегодняшний курс 49 300. Так, давайте двигаться дальше. Я, наверное, буду делать одиночный тоже режим, вот, чтобы вам показать, как это выглядит на графиках. Вот у нас BitMEX, тут стакан ордеров маленький, и вот покупки продажи тоже небольшие. Давайте Binance. Да, вот получается у нас есть ордера. Понятно, вам тоже нужно выставить таким же образом и увидеть, что большие ордера у нас по Binance вот в районе 45 800. Вот жирная такая полоска. Чем жирнее полоска, тем больше ордер. Мы видим стакан ордеров на 46 тысяч. Это получается у нас 46 тысяч. Если цена упадет, это минус 6,6%. Но у нас есть такие небольшие по сравнению с этим количеством биткоинов на покупку. Вот, и нужно, конечно же, смотреть дальше. У нас сопротивление, ну, в основном, да, вот крупный капитал настроен на продажу вот в этом районе 58, 59, да, вот оно. Но тем не менее у нас есть еще несколько бирж, на которые также нужно смотреть. Вот у нас, ну, тут совсем немного, но покупки идут очень таки усиленно. Так, хорошо. Будем смотреть дальше. Как и вчера, Ethereum. Так, у нас на Binance идет большие покупки 3800 и 3650.
Вот у нас как раз выставлен Bitstamp. Покупки 1200, как и было вчера. Вот блок из покупок. Тут минимальные. И продажа 4600, 4700, 4750. Также 4800, 4924, 4977. Так, посмотрим по графикам. Вот у нас Bitstamp, кстати, подтянул 4200, поставил впритык, практически впритык покупку. Вот как раз цена на Bitstamp 4207, на Binance 4198. Вот, скажем, прижали, да, 4203. 7.47 было продано, в основном 10 биткоинов, 10 ETH, большое количество. Сейчас 7.48, 49. Видите, упирается в этот уровень. Давайте посмотрим. Вот, зайдем на Bitstamp как раз и посмотрим, что у нас тут происходит. Эти 4.192. 4.192. Это USD. Если USD у нас на Bitstamp. Bittrex. Вот Bitstamp USD. Посмотрим. Да, 209 получается. Да, все правильно. Тут 209.70. Все верно. Получается, что не пускает ниже вот этого уровня. Уже какое-то количество купили, как вы видели, этой криптовалюты. То есть Bitstamp как раз интересен для мониторинга покупок и продаж по Ethereum. Так, хорошо, дальше давайте ехать. Мы посмотрели уровни. Bitfinex. Здесь у нас тоже довольно большие уровни на продажу, 4820. Хорошо восстановилась монета за вчера, по крайней мере, уже и есть восстановление там на 20%. Как раз на этих проливах, когда идут проливы, понятно, страшно покупать, непонятно где, но когда вы покупаете на споте, выкупаете, то, как вы видите, уже в любом случае вы в профите. Так, едем дальше. XRP. Вот у нас блоки больших ордеров. И вчера, по-моему, было 0.8. Вот эти блоки, они такие остались на покупку. Вот большие блоки на Bitfinex, HitBTC, тоже в районе 0.82, 0.81. 0.81,
Так, лента сделок посмотрим. Ну, видите, хит BTC, конечно, тут как-то накручивает очень, вот тут накручивает объем, непонятно, это большие деньги. И очень отличается от других, но насколько он влияет на цену, тоже надо смотреть, разбираться, потому что вот по всем, практически по всем валютам, там и на биткоин очень много покупок-продаж. Можно как бы запутаться, да. Тут продаж 7, а 2 миллиона, XRP, тут покупок миллион. Так, и посмотрим XRP на графике, пока включается. Можем посмотреть, у нас есть еще Kraken 0.82, 0.66 и продажа 0.84. Вот видите, 0.84. Здесь у нас где-то 0.84, 0.84.2, 0.88. Ну, XRP сам по себе такая монета, ну, с одной стороны мало волатильная, с другой стороны, когда что-то происходит, она либо сильно растет, либо сильно падает. Вот. Тяжеловато на ней работать. Я ее еще покупал, когда она стоила 0.25. Вот, успешно продал за $1, ну, больше доллара. Так, посмотрим. Вот у нас на графике мы видим Bitfinex. Толстые такие линии — это лимитные ордера большие на покупку и продажу. То есть зажата такая цена пока вот в этом уровне. Нужно смотреть, это 0.83, 0.84, то есть небольшой такой. Я думаю, что в случае чего все равно могут убрать ордера. Binance 0.86, вот очень большая покупка. Так, едем дальше. Давайте рассмотрим ADA.